На рассвете улицы Бирмингема были покрыты влагой, лампы гасли, уступая серому свету. В старом доме у железнодорожной арки светилась тусклая лампа. В комнате с облезшими стенами Элина Мартел сидела на полу, повторяя мандаринские слова шепотом. Ее карандаш был почти стерт, тетрадь исписана на нескольких языках. Позади спали младшие братья. Она накрыла их одеялами и пошла собираться. Через час начиналась смена в ночной клининговой службе медицинского центра Саутбрук. Она работала там 3 года, не опаздывая ни разу. Работа была тяжелой, но надежной. Врачам не нужно было знать ее имя. Ее задачей было стерилизовать, не мешать и быть невидимой. Впрочем, ей это удавалось. До поры. Однажды ночью в приемное отделение вбежал человек, кричащий на иврите, ища отца, сбежавшего с отделения. Администратор вышел на минуту, охрана не реагировала, персонал замер. Элина подошла и спокойно заговорила с ним на его языке, без напряжения, уверенно, и уже через пару минут он знал, куда идти. Она вернулась к тележке, как ни в чем не бывало, не зная, что за ней наблюдали. Главврач центра Томас Рейн, просматривая записи с камер, случайно наткнулся на момент разговора, остановил видео, затем пересмотрел. Его зацепило не только то, что она говорила на иврите. Это было еще и то, как она говорила просто, ясно, без попытки выделиться, как будто это ее естественный язык. Он открыл ее досье. Санитарка, 3 года, ночные смены, ни жалоб, ни благодарностей, образование, минимальное, без упоминаний языков. На следующей записи она спокойно говорила на японском, объясняя родственнику пациента детали выписки. Через 2 дня он вызвал ее в кабинет, не для выговора, а с предложением. В учреждении открывали пилотный проект по межкультурной коммуникации с пациентами, и он хотел, чтобы именно она стала частью команды. Элина сначала не поверила, не поняла, почему выбрали ее, а не кого-то из дипломированных специалистов. Томас ответил: «Потому что ты не переводишь, ты понимаешь». Она вступила в новую роль без громких заявлений, без аплодисментов. Просто пришла в первый день в аккуратной блузке, с прямой спиной и внутренним напряжением. Вскоре она стала незаменимой. Испаноязычная семья, перепуганная женщина из Сеула, пожилой профессор из Франции — все они говорили с ней. Она слушала, объясняла, сопровождала, устраняла барьеры без суеты, и уже через пару недель о ней знали все в отделениях. Но вместе с признанием пришли и слухи. Некоторые коллеги начали перешептываться. Слишком быстро поднимается. Наверное, кто-то за ней стоит. Один из координаторов однажды бросил ей в лицо: «Ты тут 3 года молчала, а теперь вдруг специалист». Она не ответила. Продолжала работать. И дома по ночам учила голландский, 8-й язык. Ее наставник из Нидерландов прислал письмо с рекомендацией, назвав ее лингвистической интуицией исключительной. Она не показала письмо никому, просто сохранила его в блокноте. Потом ее отправили сопровождать делегацию из Японии. Все прошло идеально. Один из представителей сказал: «Она слышит не только слова, но и смысл». После этой встречи Томас Рейн все чаще стал появляться рядом. Он не давал указаний. Он слушал. Ее стали приглашать на встречи, вписывать в стратегические совещания. Она никогда не говорила больше, чем нужно, но каждый раз, когда она говорила, ее слушали. Слухи не стихали. Кто-то говорил, что она получила продвижение не просто так, что главврач выделяет ее, что такие, как она, сюда не попадают. Она слышала это. И однажды, не выдержав, сказала Рейну: «Они сомневаются не в вашей компетентности, они сомневаются в моей ценности». Он не спорил, только сказал: «Это не про тебя, это про них». Через несколько дней ей подсунули перевод с ошибками, завуалированная попытка дискредитации.
Она не устроила сцену. Перепроверила, переписала, представила оба варианта и указала на культурно неприемлемые выражения. Томас поддержал ее без комментариев. Его молчание было громче любой похвалы. Позже, после смены, он предложил ей встретиться. Без галстуков, без формальностей. Они сидели на крыше, пили глинтвейн и говорили о ее родителях, погибших в пожаре, о его детстве, отец-уборщик, долгие смены, первые сбережения, о том, как они оба начали с тени. Между ними не было флирта, только понимание. На следующий день она получила предложение поехать в Амстердам и курировать запуск нового отделения. Она согласилась. Они переехали. Сняли простую квартиру над каналом. Она работала с утра до вечера, набирала команду, разрабатывала стандарты, обучала. Через полгода на ее выступление на языковой конференции пришли университетские преподаватели. Она рассказывала не о грамматике, а о голосе, том, что прячется между словами, о том, что язык — это не просто структура, а пространство, в котором можно выжить. Потом пришло письмо из колледжа, которое она бросила после гибели родителей. Ей предлагали почетную степень. Она не сразу поверила, потом расплакалась. Не от гордости, а потому, что круг замкнулся. Томас прилетел на открытие. Он не говорил торжественных речей, просто стоял рядом. Когда ее представили как директора международной стратегии, он смотрел на нее не как на подчиненную, а как на равную. После церемонии они ушли в кафе, заказали простую еду, и он сказал: «Ты знала, что построишь это?» Она ответила: «Нет, но я знала, что молчать больше не хочу». Вечером в квартире они пили чай, говорили о будущем. Когда-то она мыла полы, пока никто не видел. Теперь она строила систему, чтобы видели всех. В ее офисе висела фотография. Мама, держащая ее за руку на фоне старого дома в Вулверхэмптоне. Каждый раз, проходя мимо, она вспоминала, откуда пришла. Не с грустью, а с уважением. К себе, к пройденному пути, к голосу, который когда-то приходилось прятать, а теперь можно было говорить вслух. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.